Всем огромный привет! Меня зовут Аля, и я рада приветствовать вас на моем YouTube-канале Аля Фрэнсис. Представляю вашему вниманию мою авторскую работу, которая называется «Корзинка для хранения не как у всех» из коллекции уютного декора в моем стиле. Если вам понравится мой урок, то поставьте пальчик вверх под этим видео, поделитесь им в социальных сетях и напишите комментарий, будете ли вы делать корзинку по моему мастер-классу. И, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube-канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоуроки. А также отмечайте свои работы, сделанные по моим мастер-классам. В набор для создания корзинки входит восьмиугольное прозрачное дно из акрила, пластиковая канва размером 60 на 41 см любого цвета с размером ячеек 5 мм, 2 мотка шнура карамель, один в цвете миндаль, один в цвете дюшес, пластиковая игла, ножницы. Полный набор для создания вы сможете купить только в магазине Донышки Каркас по ссылке в описании под этим видео. У них действует приятная система скидок. Вырезаем 8 прямоугольников с количеством ячеек 17 на 21, 2 прямоугольника с количеством ячеек 5 на 59, 1 прямоугольник с количеством 5 на 71 ячейку, 1 прямоугольник с количеством 3 на 17 ячеек. Приступаем к вышиванию стенок корзинки. Отрезаем нить длиной 8,5 метров, для того, чтобы в процессе вышивания не сшивать нить. Первый ряд начинаем с третьей ячейки вверх.
Одна косичка состоит из 2 рядов. Второй ряд. Заканчиваем косичку. Вышили одну косичку, состоящую из 2 рядов. Переходим ко второй косичке. Выполнили 2 косички и так продолжаем до конца прямоугольника. Вот что получилось. Теперь выполняем обвязку края. Таким способом вышиваем 6 деталей в цвете дюшес и 2 детали в цвете миндаль. Затем берем 2 детали,
Складываем их изнаночной стороной внутрь и сшиваем их. Прячем начало шнура и сшиваем. С изнаночной стороны прячем шнур. Таким способом соединяем все детали стенок. Берем дно и удаляем защитную пленку. Соединяем донышко со стенкой. Затем вытягиваем шнур на изнаночную сторону и прячем его. Теперь вышиваем узор из двух косичек на прямоугольнике с количеством ячеек 5 на 71. Все это делаем шнуром в цвете дюшес. Это будет ручка корзинки. Пришиваем ручку. Шнуром в цвете миндаль вышиваем узор на оставшихся 3 деталях. Первую деталь сшиваем. Это будет бант. После этого соединяем бант с другой деталью. Берем оставшуюся деталь и завершаем бант. Эту часть сшиваем. Вот что получилось. Осталось пришить бант к корзинке. Если вам понравился урок, то ставьте пальчик вверх под этим видео. Поделитесь им в социальных сетях и напишите комментарий, сделали ли вы корзинку по моему мастер-классу. Хочу знать, насколько полезно вам было это видео. И, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоуроки. Желаю вам приятного вязания и будьте здоровы!